В 1951 году на раскопках в Великом Новгороде нашли вот такую замечательную берестяную грамоту, известную сегодня как грамота номер 10. Она была написана где-то во второй половине XIV века, и на ней прекрасно сохранился процарапанный текст. И не просто текст, а настоящая загадка. Есть град между небом и землей, к нему едет посол без пути, сам немой, и везет грамоту неписанную. Ну что, сможете разгадать? А пока вы думаете над ответом, можете поставить видео на паузу и подписаться на канал. И не забудьте нажать на колокольчик. Давайте порадуем алгоритмы YouTube, чтобы я и дальше мог делать выпуски. Ну и буду рад вашим комментариям и лайку, если видео вам понравится. Ну что, появились идеи? Подписчики моего телеграм-канала ответ уже, конечно, знают, а для остальных даю небольшую подсказку. Догадались? Да, град, то есть город между небом и землей, это Ноев ковчег, который плывет по воде в прямом смысле между небом и землей. Посол без пути сам немой – это голубь. Он без пути, потому что летал над водной гладью, где нет дорог и направлений. Но немой тут вроде все понятно. Осталась грамота неписанная. Тут тоже все довольно логично. Это тот самый масличный лист, она же оливковая ветвь. То есть это вполне себе четкое послание о том, что вода сошла, но никто его не писал. Это очень красивая, как мне кажется, загадка, которая отсылает нас к тому самому ветхозаветному преданию о Великом потопе. И сегодня мы выясним, как изображали ковчег и как бы он мог выглядеть в действительности, кто в наше время пытался его построить и к чему это привело, и что он вообще значит для нас сегодня. Это символ надежды или лишь несбыточные мечты о чуде? Когда мы говорим о Ноевом ковчеге, то представляем себе что-то такое или такое. То есть это непременно какая-то громадная махина, чем-то напоминающая современный контейнеровоз. Но на самом деле этот образ появился сравнительно недавно, в веке в 17-18. До этого как только ковчег не изображали. И как какой-то финикийский корабль, или античную полирему, или как караку 15 века, а то и вовсе как многопалубный галеон. Но меня особенно заинтересовали вот эти изображения на античных монетах из Апамеи. Тут, собственно, Ной, на что указывает подпись Ноя, это его жена, вот голубь с оливковой ветвью, а тут они уже выходят из ковчега, который, по правде говоря, вообще не похож на корабль. Это скорее какой-то ящик с открытой крышкой. Похожие изображения нашли также на территории Турции, а если точнее, то на мозаике из Мапсиустия. Вот тут как раз всякие животинки идут в ковчег. Да-да, этот ящик на ножках – тот самый ковчег, на что указывает подпись «Киватос Ноэ», дословно «Ноев ковчег». И это, пожалуй, самое точное из всех известных изображений, хотя и не очень понятно, как на этом вообще можно плыть. Дело в том, что киватос, по-нашему кивот, дословно можно перевести как ящик. Вот такой ларец для хранения драгоценностей на ножках. Помните, этим же словом обозначается и легендарный ковчег Завета, за которым охотились нацисты в фильме «Индиана Джонс». Так что же это получается? Это какой-то ветхозаветный сарказм, и Ной в прямом смысле слова сыграл в ящик? Если следовать ранним переводам Библии на греческий, то да. Но если обратиться к первоисточнику, то есть к ивриту, то мы увидим, что на самом деле для Ноева ковчега и ковчега Завета использовались разные слова, хоть и с общим значением ящик, коробка, что-то такое. В Торе Ноев ковчег — это теват, а для ковчега Завета использовалось слово арон. Но в русском переводе этот нюанс вслед за греческим изданием просто опустили. И то, и другое, просто ящик на ножках. Вот так из-за трудностей перевода Ноев ковчег вдруг стал плавучей коробкой с ножками. Но как же он все-таки мог выглядеть в реальности? И тут я уже предвижу комментарии из серии «Мы не можем знать, как он выглядел, ведь все это библейские сказки». Да, все попытки найти следы Ноева ковчега, что на горе Арарат и что в других местах, ни к чему не привели. И никаких материальных свидетельств его существования у нас нет. Так что здесь я всего лишь предполагаю, как бы мог выглядеть ковчег, исходя из тех сведений, которые есть у нас в распоряжении. Их, прямо скажем, немного. Буквально только вот этот отрывок из книги Бытия. «Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей».
«И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье». Да, с таким ТЗ, как говорится, результат хз. Не завидую прорабу, то есть Ною, но давайте разбираться. И проблема начинается буквально с первой же строчки. Из дерева гофер. Слово гофер в иврите не имеет конкретного перевода. Более того, это вообще его единственное упоминание во всей Торе. И что это такое, непонятно. Так, в Септуагинте, то есть в греческом издании, этот фрагмент вообще перевели как «эксилон тетрагонон», то есть из квадратных досок. Ровно так же поступили и в Вульгате. И на латыни это «de lignis levigatis», то есть просто из деревянных досок. Но некоторые исследователи все же полагают, что речь идет о каком-то конкретном виде дерева, вроде кедра или кипариса. В общем, это прям такой классический сказочный троп из серии «пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». Ну, допустим, было во время Ноя какое-то дерево, буквально в саду у него росло, и он такой, ну гофер так гофер. Но что дальше? А дальше нам просто дают указания на размер будущего сооружения. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Тут уже вроде полегче. Локоть, или же в оригинале кубит, это довольно известная единица измерения длины. Это расстояние от локтевого сустава до конца вытянутого среднего пальца руки. У меня, например, это 52 сантиметра, а у кого-то из вас это значение может быть больше или меньше. В общем, точность, уровень, на глаз. Да, конечно же, были попытки привести это значение к чему-то единому. Так, на Руси стандартный локоть это 54 сантиметра. В Древнем Египте мех нисут был в районе 52 сантиметров, а вот в Древней Греции пихис был равен 46 сантиметрам. Так какое же значение для кубита использовалось при постройке ковчега? Мнения тут, как всегда, расходятся от 45 до 57 сантиметров. Но почему-то мне кажется, что Ной не особо парился, просто померил самого себя и так сойдет. Получается, что длина в 300 локтей это где-то от 135 до 170 метров. Ровно так же варьируется и размер современных реплик Ноева ковчега. Ведь, естественно, нашлись энтузиасты, которые по этому описанию решили что-то построить. И самый первый проект по воссозданию легендарного корабля был сделан, вы ни за что не догадаетесь где. В Гонконге. Еще в 1997 году братья Томас и Рамонд Квок, гонконгские миллиардеры и вдобавок прихожане Евангелийской церкви, решили открыть тематический христианский парк на острове Ма-Ван. И уже в 2009 году посетители смогли пройтись вот по этому великолепию. Всего за 200 гонконгских долларов тут можно полюбоваться на фейковых зверей в натуральную величину, изучить интерактивный музей и посмотреть мини-фильм о том, что если не будешь заботиться об экологии, кончишь как те, кто не попали на ковчег. Только вот кончили плохо сами создатели парка. Их обвинили в даче взятки, Томас Квок сел в тюрьму и вообще выяснилось, что парк был лишь прикрытием для раздела территории под застройку. Спустя несколько лет в Нидерландах был построен ковчег Йохана, назван так в честь его создателя Йохана Хуберса. Вместе с 8 помощниками он построил эту посудину всего за 4 года. Неплохой результат, но вот с размерами он немного не добрал, и ковчег получился длиной не 300 кубитов, а всего лишь 266, то есть 119 метров. Но всех, как водится, превзошли американцы, которые в 2016 году открыли в штате Кентукки тематический парк встречи с ковчегом. Их ковчег получился 150 метров в длину. Внутри там тоже целый парк развлечений с моделями животных, диорамами библейских сюжетов, музеем и все такое. Это все прикольно, конечно, но эти проекты, что китайская подделка, что американские горки, это все же довольно вольная интерпретация по мотивам ветхозаветного текста. По сути, это просто несуразно увеличенные корабли античного, или средневекового образца. Наверное, ближе всех к первоисточнику оказался все же нидерландский ковчег Йохана, хоть он и подозрительно смахивает на Аак. Так в Нидерландах назывались одномачтовые плоскодонные суда, что-то типа баржи, которые ходили по Рейну в 15 веке. Но вернемся к нашему ТЗ. Что там дальше по тексту? Отделение сделай в ковчеге. В оригинальном тексте «кане», что дословно означает «гнездо», иногда его переводят как «комната», и предполагается, что речь идет об отдельных каютах для каждой пары тварей. Дальше все вроде понятно, а смолить, чтобы вода не проникала. «И сделай отверстие в ковчеге».
В оригинале оно записывается словом «цахар» – «полдень», и только в этом значении оно используется во всем тексте Торы. Но что за полдень такой? Некоторые полагают, что это какая-то метафора, что это отверстие, которое как полдень дает солнечный свет. Но, как мы знаем, во времена Ноя еще не придумали герметичные окна, поэтому не совсем понятно, зачем сварить корабль снаружи и изнутри, чтобы потом просто наделать в нем дырок. Именно поэтому некоторые исследователи реконструируют значение слова «цахар» как «крыша». И в этом вроде как есть своя логика, так как дальше в тексте говорится именно о конструкции крыши, и в локоть сведи его вверху, то есть, грубо говоря, сделай двускатную крышу. Ну и, наконец, последний фрагмент про что-то нижнее, второе и третье. Никаких конкретных указаний в тексте нету, поэтому можем лишь догадываться, что, скорее всего, речь идет о ярусах или палубах. В итоге, если буквально следовать тексту, то должно получиться что-то вот такое. Ящик с длиной сторон где-то 134 на 22 и высотой 13 метров. И именно такую схему предложил еще в 17 веке немецкий иезуит Афанасий Кирхер. Он был настоящим научным светилом своего времени, и у него были трактаты по математике, физике и лингвистике. Но сегодня нас интересует вот этот его трактат 1675 года «Ноев ковчег» в 3 книгах. В качестве основания для корабля он предлагает использовать что-то вроде наших строительных палет, на которые устанавливаются опорные брусы и промежуточные элементы каркаса. Здесь располагаются лестницы, а это те самые отсеки, они же комнаты. На первом этаже тут всякие крупные животные, второй этаж Кирхер отводит под хозяйственные нужды, а на третьем у него настоящий авиарий, то есть вольеры для птиц. В общем, получается вот такая моделька. Красота! В целом это как если поставить рядом две наши пятиэтажки, да и комфорта в ковчеге, наверное, было столько же. Я, конечно, не ною, но провести в этом ящике безвылазно почти 1,5 года – такое себе удовольствие. К тому же, вопреки заверениям Кирхера, не думаю, что эта штука в действительности могла бы держаться на воде, и уж тем более бы не переломилась бы надвое на первой же волне. Впрочем, это касается и всех современных реплик, а также киношных версий, вроде той, что была в фильме Даррена Аронофски 2014 года. В том же 2014 году выходит книга известного британского ассириолога Ирвинга Финкеля «Ковчег до Ноя. От Междуречья до Арарата». Да, он чем-то похож на Роберта Сапольски, такой же классный оратор и популяризатор науки. И в свое время ему в руки попала вот эта глиняная табличка с клинописным текстом. Она относится к старовавилонскому периоду, то есть где-то к 1900-1700 годам до нашей эры. И получается, что этот текст был написан задолго до Пятикнижия, то есть первых глав Торы. И вот, что в нем говорится. «Атрахаси, прислушайся к моему совету, чтобы ты жил вечно. Разрушь свой дом, построй лодку, отвергни собственность и спаси жизнь. Нарисуй лодку, которую ты сделаешь круглую в плане. Пусть ее длина и ширина будут равны. Пусть площадь ее пола будет одним ику, пусть ее стороны будут высотой в 1 ниндану, и дикие звери из степи в лодку попарно они вошли». Да, это в прямом смысле предтеча истории о ветхозаветном потопе. Даже каждой твари по паре есть, только вместо Ноя тут Атрахаси. Но есть еще одно важное отличие. Этот ковчег был круглый. И тут указаны его размеры. Площадь будет одним ику. Как пишет Финкель, ику – это известная единица измерения площади в древних вавилонских текстах, и по его расчетам это где-то 3600 квадратных метров, то есть диаметр ковчега должен был быть почти 68 метров. Также тут указывается и его высота в 1 ниндану. Ниндану – это 360 убану, то есть получается почти 6 метров. Тоже здоровая махина. Но в отличие от ветхозаветного описания, здесь дается прямое указание на конструкцию ковчега. «Построй лодку». В оригинале тут используется слово «элепу», которое в клинописных текстах обычно обозначает традиционную круглую лодку «кракл». По сути, это вот такая штука. Каркас из прутьев, которые оплетаются корой или веревкой, иногда обтягивается шкурой и затем покрывается смолой.
Очень простая конструкция, известная по всему миру с древнейших времен. Да, обычно они, конечно, не такие большие, но среди современных потомков древней Месопотамии, например, в Ираке, каракулы бывают и по 5, и по 6 метров в диаметре, и в них спокойно перевозят несколько тонн груза, так что вавилонская версия звучит почти что правдоподобно. Более того, сразу же после выхода книги был проведен эксперимент. Пусть и не в натуральную величину, а в 3 раза меньше, но энтузиасты построили вот этого монстра. И да, в отличие от ветхозаветного, этот ковчег действительно плавает, и волны ему не особенно страшны. Но сам Финкель скептически относится к возможности существования вавилонского ковчега в реальности. Согласно его расчетам, одной лишь веревки для оплетки потребовалось бы 527 километров. Это почти как расстояние от Москвы до Питера. И что уж говорить про смолу и другие материалы. А еще надо запихнуть туда кучу животных, запастись едой и водой, ну и не сойти с ума за 1,5 года. В общем, все эти современные реконструкции — это лишь наши фантазии на тему. И они не только не подтверждают факт существования Ноева ковчега, но даже не доказывают гипотетической возможности его постройки. В конечном счете все они — это просто аттракционы, зарабатывающие на вере людей в чудо. Сам же ковчег, что библейский, что его вавилонский предшественник, это в первую очередь легендарный корабль. И как и любая другая легенда, это прежде всего символ. Символ надежды перед лицом нависшей угрозы. Это может быть прямая отсылка, как в сериале «Ковчег», про далекое будущее и поиски нового дома для человечества. Или, например, как в названии ветклиники, где Ноев ковчег становится символом гуманного отношения к животным. Или же этот образ можно использовать, чтобы напомнить нам всем о хрупкости нашего мира, как это сделала одна, к сожалению, запрещенная теперь в России организация. И ровно так же символом надежды стал и тот самый голубь с оливковой веточкой, который с подачи Пикассо превратился в один из самых узнаваемых и тиражируемых образов. И этот голубь несет нам надежду на скорый мир и прекращение войны, чего я нам всем очень желаю. Ну а на этом у меня на сегодня все. Не переставайте надеяться и верить в чудеса. Ну и не забывайте подписываться на канал. С вами был Фил и канал Филет. Всем пока!